Обнаружить на себе укус клеща можно в любой момент времени, даже после небольшой прогулки в ближайший лес или парк. Сам клещ не представляет для человека опасности. А вот болезни, которые он может переносить, могут значительно ухудшить здоровье, а то и привести к смертельному исходу. Чем опасны клещи? Клещи-переносчики разных микроорганизмов, от грибков до вирусов, а основную опасность для человека несут в виде энцефалита. К тому же разные виды клещей могут быть переносчиками ряда инфекционных заболеваний, среди которых наиболее опасны следующие: везикулезный риккетсиоз, болезнь Лайма, клещевой возвратный тиф, марсельская лихорадка и другие. Один клещ может ввести в организм человека несколько возбудителей, что объясняется тем, что клещи могут содержать в себе далеко не один вирус. Восприимчивость к данным болезням не зависит от возраста. В отличие от тяжести заболевания, вероятность поражения мозга повышается у людей старше 40 лет. Какие существуют признаки укуса клеща? Летняя пора – самый благоприятный для клещей сезон, когда они особо активны и выбираются из земли или трещин деревьев. Как правило, это мелкое насекомое живет не на листьях деревьев, а в траве и кустах, откуда при первой возможности легко способен перебраться на тело человека. При попадании на тело человека клещ находит самое уязвимое место для укуса – это участок с тонкой кожей. Чаще всего место укуса клеща – это подмышки, паховая зона, место за ушами, шея. Заметить момент укуса очень сложно, ведь при протыкании кожи хоботком клещ впрыскивает сильное анестезирующее вещество, которое не дает ощутить даже присутствие клеща на коже. Его также непросто увидеть, ведь клещ очень маленький, его размер не превышает 4 мм. Только во время насыщения он раздувается и увеличивается в размерах. Клещ высасывает кровяную жидкость, которая нужна ему для выживания. Симптомы легко спутать с симптомами укусов других насекомых. На месте укуса клеща можно увидеть красное пятнышко размером до 1 см, округлой формы с темной отметиной в месте прокола. Также появляется припухлость после укуса клеща. Это одни из первых симптомов укуса. Если же укус клеща вызвал аллергическую реакцию, пятно может быть больше и зудеть. Если попала инфекция, также меняются цвет и форма пятна. Укус клеща может выглядеть как кольцо с красными границами и красным или синеватым участком в центре. К дополнительным признакам и симптомам укуса клеща у человека относятся: высокая температура, повышенная частотность биения сердца, возникновение головной боли, появление высыпаний на коже, падение артериального давления, увеличение лимфоузлов, слабость в теле. В большинстве случаев укус не смертелен и вряд ли способен повлечь за собой серьезные последствия. Однако все зависит от того, заражен ли паразит возбудителями заболеваний. Для детей, пожилых людей и тех, кто страдает от аллергических заболеваний, такой клещ может стать явной угрозой для жизни. Кроме того, состояние может зависеть от количества укусов и физической комплектации пострадавшего. В наибольшей степени опасные последствия поджидают пострадавшего после укуса энцефалитного клеща. Если не обратиться вовремя в медицинское учреждение и не получить соответствующее лечение, человека ожидают следующие не самые благоприятные симптомы: паралич тела, нарушенная активность мозга, возникшие трудности с дыхательной системой, смертельный исход. Укус способен вызвать как тяжелое раздражение, так и смертельное заболевание. Преимущественно опасен энцефалит и клещевой боррелиоз, еще называют болезнью Лайма, которые и передаются паразитам, в особенности, если он достаточно долгое время провел на теле. Первая болезнь по признакам поначалу похожа на простуду, однако через пару недель проявляются и другие симптомы: лимфоузлы увеличиваются в размере, тело начинает ломить. Следующим этапом становится тошнота, возникновение головной боли, появление артрита, ломата в мышцах, отеки, поражается нервная система. Если уже при этих симптомах не пойти к врачу, промедление может вызвать смерть. Осмотр друг друга. На природе нужно быть внимательнее друг к другу в том плане, что на другом человеке легче заметить клеща. Особенно если его одежда светлых тонов, поэтому нужно стараться выбирать наряд на природу и по таким соображениям. Первая помощь при укусе клеща. Для начала насекомое следует как можно осторожнее извлечь из кожи.
И если вы не уверены, как правильно вытащить клеща, лучше обратиться в ближайший медпункт или клинику и доверить это специалисту, который также затем сможет обработать ранку. Если насекомое еще не успело пристать к коже, необходимо его смахнуть с себя и не пытаться раздавить на месте, поскольку тогда есть вероятность занесения инфекции. Присасывается насекомое, как правило, очень прочно, и быстро вытащить его будет сложно. Чтобы не повредить, вытаскивать нужно пинцетом, выкручивая по часовой стрелке. Здесь важно быть аккуратным, и если хоботок или лапки клеща вследствие резкого извлечения оторвутся и останутся под кожным покровом, то это может привести к нагноению ранки. Что делать, если остались лапки от клеща под кожей? В подобной ситуации лучшим вариантом решения будет взять иголку, смоченную в спиртовом растворе, и попытаться вытащить ею оставшиеся в ранке лапки или хоботок. Вытянуть клеща можно также с помощью нитки. Она обвязывается вокруг хоботка над самой кожей и небольшими рывками вытягивает его наружу. После извлечения кровососа не надо выбрасывать или убивать, лучше положить его в закрытую емкость с влажной тканью и при возможности принести в санэпидстанцию или лабораторию для проверки на наличие бактерий или инфекции в его тельце. Оставшуюся ранку необходимо обработать антисептиком, а при возникновении аллергии принять противоаллергическое средство. Также не стоит чесать воспаленное место, чтобы его заживление прошло быстрее. Как защититься от клещей? Прежде чем отправиться в путешествие или просто на отдых в места с густой растительностью, не помешает ознакомиться со статистикой распространения клещей на той или иной местности нашей или любой другой страны. Иногда может понадобиться сделать прививку, и самое время для этого – за несколько месяцев до предполагаемого отдыха. Чаще всего кровососы селятся возле деревьев, оврагов, берегах водоемов среди густой влажной травы. На тропинках и дорожках вероятность встретить клещей гораздо выше, чем на лесных полянках, так как их привлекает скопление человеческого запаха. Выбирая, что надеть перед вылазкой на природу, следует отдать преимущество одежде светлого оттенка, чтобы можно было сразу заметить зацепившегося паразита. Также не помешает носить кепку или любой другой головной убор. Высокая обувь и штаны на резинках могут стать отличной барьерной защитой от насекомых, главное не забывать периодически рассматривать их и при необходимости убирать клещей. Чтобы защитить голову от клещей, в теплое время года, отправляясь на пикник, желательно надевать головной убор. Он также спасет от солнечного удара. Что касается одежды, то, несмотря на первые солнечные деньки, из-за которых хочется надеть футболку и шорты, в лес лучше выбрать одежду, которая покрывает все тело. К примеру, штаны и кофту с длинным рукавом. При этом штаны желательно заправлять в носки или кроссовки. Также можно воспользоваться специальными препаратами для профилактики укусов клещей репеллентами, аэрозолями, кремами, лосьонами, карандашами, которые отпугивают паразитов. Их наносят на тело или на одежду, а также, собираясь в поход, ими можно обработать покрытие палатки и рюкзаки. Для детей и людей, страдающих от аллергии, можно приобрести подобные препараты с облегченным составом. К тому же, чтобы обезопасить себя от клещей, за 2 недели до вылазки на природу можно сделать прививку.